это, наверное, одно из самых переломных обновлений в танках онлайн, которое можно сравнить с когда-то добавленным хоппером в игру. Хоппер — это корпус, который умеет прыгать, который принес огромные дискуссии, огромный хейт проекту. Мнения тогда, когда он выходил, у людей разделились, зачем хоппер в танках онлайн и так далее. И сейчас разработчики хотят ввести достаточно интересное обновление в игру, и это телепорт. Да-да, телепорт в танках онлайн. Казалось бы, чем можно еще удивить игроков, но фантазия разработчиков безгранична. И что такое телепорт, что он будет из себя представлять вообще в танках онлайн? Вкратце, это граната, это припас, при помощи которого вы можете пользоваться быстрым перемещением. Ну, то есть бросаете вы гранату, она взрывается, и вы попадаете на это место, куда вы бросили гранату. Все просто. То есть можно в теории так флаг аккуратненько украсть, переместиться там в толпу соперников, чтобы поставить бомбу на васпе, например. В общем, множество вариантов можно придумать, как реализовать эту гранату. И вот теперь самый главный вопрос: а нужно ли это танкам онлайн вообще, в принципе? Нужна ли эта граната танкам? Более подробно, как работает эта граната, я покажу чуть-чуть попозже в этом видео, в конце, наверное, вставим. А сейчас давайте перейдем к самому главному вопросу: а нужна ли вообще эта граната в танках? С одной стороны, кто вот играет в новые танки, да, кто вот активный прям игрок, я считаю, это будет интересно с точки зрения разнообразия. Как мы уже говорили, граната может привнести в игру дополнительное тактическое разнообразие, да, откроет новые варианты взаимодействия в бою, что позволит игрокам по-новому, да, адаптироваться, взаимодействовать с игрой и с различными ситуациями. Ну, то есть пока что на бумажке звучит интересно, как на практике нужно смотреть. Также я думаю, что стоит учитывать такой момент, если игрокам не зайдет такая граната, чтобы был какой-то вариант ее убрать. Я не знаю, разработчики вообще такое рассматривают, не рассматривают, но если игрокам зайдет, то такая механика очень сильно разнообразит игру. С другой стороны, добавление гранаты может оказаться немного перебором, да, еще одним, так сказать, лишним элементом в игре. Но танки онлайн — это уже давно не про симулятор танков, это уже аркада, это уже Overwatch про танки, поэтому в этой вселенной такая граната может быть и уместна, потому что кто ждет от танков онлайн сейчас реализма, когда тут у нас есть и другие гранаты, когда у нас есть хоппер, когда у нас есть другие там левитирующие корпуса, пушки из будущего. Но с точки зрения перегруза игры, возможно, но нужно смотреть, как это будет на практике, в реальной игре это все происходить. Все-таки новый контент — это, опять же повторюсь, это крутое разнообразие для тех, кто играет, для активных игроков. А для новых вот игроков как раз это будет уже еще один непонятный момент, с которым нужно будет разбираться. Пишите в комментариях, что думаете по поводу гранаты телепорта. Нужна ли она игре? Может быть, все-таки не стоит добавлять эту гранату как глобальную для матчмейкинга, а оставить ее только для спецрежимов, чтобы ее нельзя было купить, и чтобы она была доступна только на праздниках, на каких-то ивентах. Мне кажется, что вот такой вот момент был бы интересный, по крайней мере, на первых порах, чтобы ее потестить, перед тем, как вводить ее уже на основные сервера в матчмейкинг. Ну или добавить какой-нибудь отдельный специальный режим, телепорт, где все будет на этом завязано. Но на этом разработчики, друзья, не закончили удивлять игроков. Помимо гранаты телепорт будут еще две новые гранаты, ну а уже не такие, конечно, сумасшедшие, и к ним мы сейчас перейдем. А если, друзья, вы играете в новые танки, хотите получить легендарный ключ и кучу других бонусов, первое, что нужно сделать, поставить лучший тег создателя контента в игре ник 10 в настройках вашего аккаунта, и второе, ввести вот этот вот секретный промокод, который даст вам возможность как раз получить эти секретные призы. Количество активации ограничено, срабатывает промокод не у всех, друзья, поэтому пробуйте его активировать. Следующие гранаты — это граната дымовая, то есть в танках онлайн можно будет бросить гранату дымовую, которая временно закроет обзор, да, для других танков, ну и для вас самих. Тоже такая тема поможет, там, что флаг увести, в каких-то других ситуациях можно это использовать. Ну и самая, наверное, такая простая граната, но тоже интересная, это граната аптека, то есть кидаете вы в толпу своих союзников эту гранату, она взрывается, тем самым лечит союзников. Тут все просто, я не знаю, ну тоже прикольные гранатки, лишними не будут, не такие они спорные, как гранат телепорт. И опять же, после телепорта они уже кажутся не такими интересными, и хочется пощупать в первую очередь гранату телепорт, как она будет себя показывать, как она будет работать. Как по мне, это самая интересная механика из всех этих трех гранат. Но представьте еще, что будут делать люди с гранатой дымовой на картах. Вся карта может оказаться в дымовой завесе. Как это повлияет на FPS, пока тоже непонятно. С учетом того, что граната не будет прям такой вот дымовой, как в КС, да, она будет как в Valorant, такая круглая сфера. И теперь, друзья, давайте перейдем к более подробному рассмотрению всех гранат со всеми нюансами от самих разработчиков. На экране гаража с гранатами скоро откроются новые типы гранат. Все они находятся на разных этапах разработки. До реальных тестов в боях дело пока не дошло, поэтому про урон, радиус или время действия говорить рано. Все еще может поменяться. Но уже сейчас можем рассказать механику, то, как гранаты работают и как они разнообразят геймплей.
Начнем с гранаты «Медик». Тут все интуитивно понятно. Кидайте, и она лечит. При взрыве граната восстанавливает здоровье всем союзникам в радиусе, включая вас, если бросите под себя. Работает «Медик» схоже с овердрайвом Паладина. Представьте, что вы прикрываете союзников на точке или штурмуете мост. Просто кидаете медика в центр команды, и она подлечивает в определенном радиусе окружающих. Сейчас мы дорабатываем визуальные эффекты. На видео текущая итерация. Взрывы при срабатывании лечения. Далее подготовка гранаты к первым внутренним тестам. Вторая граната, которую уже бросают наши тестеры – дымовая. Ее принцип прост, но в бою она может изменить многое. После броска граната создает плотное облако дыма. По форме оно напоминает сферу или полусферу, в которую можно заехать. Пока вы находитесь внутри, ваш танк невидим для автонаведения соперников, но и сами вы не можете прицеливаться. Такой дым может стать настоящим спасением, если вы пытаетесь отступить под огнем, доставить флаг или спрятаться от преследования. На открытых картах вроде Стадиона или Red Alert она поможет разорвать контакт и сбить противнику прицел. В узких пространствах используйте дым для засады или защиты союзников. Как и в других играх, дымовые гранаты постепенно рассеиваются, так что времени на маневр немного. И, наконец, третья граната, самая необычная из всех. Пока у нее даже нет официального названия, но ее рабочее имя – телепорт. Суть такая. Вы бросаете гранату, и в момент ее взрыва ваш танк телепортируется на место детонации. Хотите, перебросьте через всю карту и мгновенно окажетесь на другой стороне. Если граната взорвется под другим танком, телепорт произойдет с эффектом респауна. То есть на короткое время вы неуязвимы и не можете стрелять, а враг не может попасть по вам. Телепорт создает интересные тактические варианты. Можно внезапно ворваться на базу врага, уйти от преследования или занять выгодную позицию до начала перестрелки. Граната-телепорт переносит только вас, она не открывает портал для других, так что это персональный инструмент для маневров. Вот вам интересный факт. Джаггернаут тоже может использовать телепорт. Пишите в комментариях, какая граната из новой тройки вам кажется самой полезной и как бы вы ее применили. Вот такие новости по гранатам, друзья. Пишите обязательно в комментарии, что вы думаете по всем трем гранатам, что думаете по гранате телепорт, по гранате дымовой, по гранате на лечение. И это еще далеко не все гранаты, которые будут в игре. Насколько я помню, также будет граната слиповая. Это вот аналог гранаты, который вот в КС присутствует. Но я думаю, это уже тема для следующих роликов. Пишите ваше мнение. Не забывайте ставить обязательно, друзья, лайк на это видео, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, заглядывайте на стримы, вступайте в Телеграм. Все ссылки есть в описании. Я всех благодарю за просмотр.